Вот замечал ли ты один поразительный парадокс? Когда тебе плохо, когда ты жалуешься на жизнь, там болеешь или находишься на грани какого-то финансового краха, вокруг тебя появляются люди. Тебя готовы выслушать, похлопать по плечу, дать совет, там, посочувствовать. Но стоит тебе взять себя в руки, бросить там лишний вес, бросить пить, выйти из каких-то токсичных отношений или запустить какой-то успешный проект, то сразу же эта группа поддержки начинает вести себя очень странно. Вот в их взглядах появляется какой-то холод, в их шутках там сквозит ядом и сарказмом. Они начинают обесценивать твои результаты, напоминая тебе о прошлых провалах или просто молча исчезают из твоей жизни. Тебе казалось, что твои близкие и друзья будут аплодировать твоей трансформации, твоему успеху, но вместо того ты сталкиваешься с глухим сопротивлением. Твоя новая версия их просто откровенно пугает и раздражает. Почему так происходит? Почему общество так любит красивые истории успеха на экране, но люто ненавидит тех, кто осмелился стать успешным или свободным в реальной жизни, или же прямо у них на глазах? Сегодня мы вскроем механику социальной зависти и страха. Я покажу тебе, как всегда, 5 глубинных причин, по которым окружающие панически боятся твоих изменений. И дам 5 стратегий, как защитить свою новую личность от их токсичного влияния. Давай разберем этот механизм на детали. Вот твой рост – это не просто твое личное дело. Твой рост – это событие, которое заставляет всю систему вокруг тебя просто перестраиваться. И эта система сопротивляется, пока ты сидел вместе со всеми в зоне комфорта, там жаловался на начальника, там правительство или судьбу. Ты был удобным доказательством того, что все так живут, и ничего изменить нельзя. Твое бездействие оправдывало их бездействие. Но как только ты берешь ответственность и делаешь рывок, ты превращаешься в безжалостное зеркало. Глядя на твой результат, твои друзья больше не могут врать себе, что у них просто нет возможностей. Твой успех подсвечивает их собственную трусость и беспомощность, может быть и лень. Твоя новая жизнь разрушает их главную иллюзию о том, что от них ничего не зависит. Они злятся не на тебя, они злятся на твое отражение, которое ты им теперь ежедневно демонстрируешь. Вот любые отношения строятся на невидимом балансе. Возможно, в твоей компании ты всегда был тем парнем, который вечно попадает в проблемы. Или ты была удобной подругой, на фоне которой остальные чувствовали себя просто умнее. И это был негласный контракт. Ты давал им чувство превосходства, а они давали тебе иллюзию вот этой вот самой дружбы. Когда ты меняешься, ты в одностороннем порядке разрываешь этот контракт. Ты больше не нуждаешься в их спасении или советах. Их статус старшего или умного просто мгновенно сгорает. Они теряют над тобой власть. Их агрессия – это просто паническая попытка вернуть тебя в ту старую, удобную для них коробку, где они чувствовали себя значимыми. Вот люди панически боятся остаться одни. Когда ты начинаешь расти, менять свои привычки, интересы, уровень дохода, пропасть между тобой и твоим старым окружением увеличивается с каждым днем. Подсознательно, знаешь, они понимают, скоро тебе станет с ними неинтересно, скоро ты уйдешь к другим людям на другой уровень. Чтобы не испытывать боль от этой будущей потери, они начинают атаковать тебя прямо сейчас. Знаешь, вот их обесценивание, вот такие вот как «да кому ты нужен?», «твой новый бизнес», там, «ты слишком изменился», «вот деньги тебя испортили». Это примитивный механизм удержания. Они хотят стянуть тебя обратно на свой уровень, потому что это единственный способ тебя не потерять. Вот в любой стае есть своя иерархия, и она бывает очень жесткая. Если ты годами занимал место где-то в середине или внизу вот этой пищевой цепочки, система просто привыкла к этому распределению веса. Твоя трансформация – это бум. Ты заявляешь свои права на более высокое место в жизни, а система не терпит выскочек. Как только ты делаешь шаг наверх, включается механизм социального выравнивания. Окружающие инстинктивно объединяются, чтобы указать тебе твое настоящее место. Если им это удастся, твоя новая энергия теряется, а система возвращается в состояние покоя. Это самая глубокая причина. Большинство людей живут в состоянии глубокого ментального сна.
Они ходят на нелюбимую работу, живут с нелюбимыми людьми и утешают себя тем, что вот такова реальность. И вдруг появляешься ты. Тот, кто доказывает, что реальность, она просто пластична, что можно все изменить, что счастье и свобода существуют не только в кино или в каком-то там мексиканском сериале. Твое существование становится угрозой для их спящего сознания. Вот представь, ты вирус, который может пробудить их и заставить осознать весь ужас их собственной жизни. И чтобы защититься от этой боли, им нужно доказать, что твой успех, он просто случайен, временен или же просто фальшив. Иначе их картина мира просто уходит безвозвратно, оставляя их один на один с фактом, что они проиграли свою жизнь добровольно. Давай посмотрим правде в глаза. Эволюция никогда не была командным видом спорта. Любой качественный прыжок вперед совершается в абсолютном одиночестве. Вот ты не можешь затащить на новый уровень тех, кто хочет оставаться на старом. Ты не можешь объяснить вкус океана тем, кто всю жизнь прожил в луже и боится просто из нее выйти. Когда ты начинаешь меняться, ты неизбежно становишься инородным телом для старой среды. И это нормальный, естественный процесс. Отторжение его так можно назвать. Вот самая большая ошибка, которую ты можешь совершить на этом этапе, это начать чувствовать вину за свой рост. Начать извиняться за свои новые амбиции, начать искусственно приглушать свой свет, лишь бы не слепить глаза тем, кто привык жить в темноте. Если ты поддашься этому давлению, твоя новая личность просто задохнется. Ты предашь самого себя ради комфорта тех, кто даже не хочет попытаться стать лучше. Настоящая любовь и дружба не боятся изменений. Тот, кто действительно тебя любит, будет радоваться твоему взлету, даже если он сам пока не готов лететь. А те, кто пытается подрезать тебе крылья под видом заботы о тебе, это не друзья. Это просто твои сокамерники, которые, наверное, боятся, что если ты сбежишь, им придется признать факт своего заключения. Твоя задача не спасать их. Твоя задача показать своим примером, что выход существует. Как сохранить свою целостность, когда старое окружение пытается стянуть тебя обратно. Вот тебе 5 конкретных стратегий защиты твоей новой архитектуры. Вот запомни правило. Ты никогда не должен извиняться за то, что решил стать лучше. Когда тебе говорят, ты слишком зациклен на своем развитии, или с тобой стало неинтересно, не пытайся оправдываться. Отвечай прямо. Да, я изменился. Мои приоритеты стали другими. Каждое твое оправдание – это трещина в твоем новом фундаменте. Как только ты перестаешь защищаться и принимаешь свои изменения как неоспоримый факт, их попытки уколоть тебя сгорают от невозможности зацепиться за твою неуверенность. Пока твое новое «я» еще хрупкое, оно нуждается в защите. Перестань делиться своими самыми смелыми планами с теми, кто привык тебя обесценивать. Держи свои процессы в тайне от скептиков. Пусть они видят только финальный результат, который уже невозможно оспорить. Твоя энергия должна идти на строительство будущего, а не на споры с призраками прошлого. Вот скептицизм окружающих разрушает веру только тогда, когда ты даешь им доступ к своим уязвимым местам. Когда близкий человек начинает саркастично шутить над твоими новыми привычками или целями, не включайся в конфликт. Эмоциональная реакция – это то, чего они ждут. Это показатель того, что они все еще могут на тебя влиять. Просто отстранись. Посмотри на ситуацию как исследователь. Пойми, что в этот момент говорит не их злоба, а их страх. Скажи себе, они просто напуганы моими переменами. Эта позиция возвращает тебе контроль. Чужая токсичность просто теряется, когда ты перестаешь принимать ее на свой счет. Вот нас с детства учили, что нужно сохранять отношения любой ценой. Ведь там старый друг лучше новых 2 друзей. Но это иллюзия, которая просто убивает развитие. Истинная верность – это верность своей собственной траектории и своей совести. Если отношения превратились в какой-то якорь, который тянет тебя на дно, прервать их – это не предательство, это инстинкт самосохранения. Вот часть твоего окружения неизбежно уходит безвозвратно, освобождая пространство. Позволь им уйти. Твоя жизнь – это
это не музей старых знакомств. Твоей новой личности нужен новый кислород. Чтобы закрепить изменения, тебе необходимо найти людей, для которых твой новый уровень – это абсолютная норма. Ищи тех, кто уже находится там, куда ты только, например, стремишься. Ищи тех, кто мыслит категориями созидания, а не выживания. Когда ты попадаешь в среду равных себе по духу, тебе больше не нужно тратить силы на защиту. Твоя энергия направляется на чистый рост, и твоя новая форма просто кристаллизуется, становясь, можно сказать, пулей непробиваемой. Вот меняться – это всегда больно. Это процесс, который требует колоссального мужества. Ты теряешь старые иллюзии, ты теряешь людей, которые казались близкими, ты теряешь свой прежний комфорт. В какой-то момент кажется, что ты потерял все, и твой мир превратился просто в пепелище. Твой старый социальный ландшафт разрушается под натиском твоей новой правды. Но именно в этот момент, когда буря затихает, а пыль оседает, ты начинаешь видеть мир с невероятной кристальной ясностью. Ты обнаруживаешь, что жизнь не закончилась. Наоборот, она только сейчас началась по-настоящему. Давай в следующем видео разберем высшую точку перехода. Назовем ее «Жизнь после катастрофы». Почему она становится глубже. Давай поймем, как работает этот феномен посттравматического роста. И что происходит с человеком, когда в нем окончательно сгорает все лишнее, оставляя только чистое, неразрушенное ядро. А теперь, по традиции, напиши в комментариях одно слово. Дело, которое ты сделаешь сегодня, чтобы время перестало сгорать впустую. Спасибо, что досмотрел. Для меня ценно, что мы на одной волне. Оставайтесь со мной, друзья. Вместе мы вытянем любую ситуацию. А теперь улыбнитесь. Жизнь любит тех, кто не сдается. Жду тебя в следующем видео. Там будет очередной взрыв сознания. До встречи!